Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Евгений Копатько на связи прямо сейчас. Евгений Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Евгений Эдуардович, очень интересная складывается такая политическая ситуация в Украине. Значит, всячески забивают баки и пытаются замылить вот эти публикации, которых шквал против Зеленского, его окружения, Ермака. Значит, выходит министр обороны, бывший премьер Шмыгаль, и начинает говорить, если вы не проголосуете бюджет, депутаты, то уже начнутся задержки по зарплатам военным, начинают подводить бухгалтерию, начинают, в общем, говорить о том, что нужно там больше ставить на учет, мобилизовывать. Ситуацию на фронте показывают, смотрите, там на запорожском направлении, там на донецком направлении, то есть... А суть и главное, да, вообще просто теряется. А главное, это, конечно, вот эти претензии спонсоров, кураторов, людей, которые там называют партнеров Зеленского, потому что у них явное недовольство, которое просочилось в западную прессу. Недовольство и системой власти, и режимом Зеленского. Но как бы недовольны-то режимом Зеленского, но вот на заседании там ОБСЕ включили Зеленского, там не с первого раза врубили звук, но как бы такой курьезный эпизод, ну бывает всякое, столько включений, столько выступлений. Guardian пишет, что мир должен сменить режим в Москве, к этому призывает Зеленский. То есть мы видим, когда есть явные проблемы у Киева, это все как бы с больной головы на здоровую перекладывается и, в общем, разносится по разным другим информационным поводам. Это ли признак опасности, которая сейчас нависла над Банковой? Как вы ее оцениваете, эту опасность? Ну, тут несколько сразу таких важных вопросов. Ну, во-первых, почему вы думаете, что соорганизаторы, там бы еще добавили слово, там, организаторы процесса всего. И, конечно, казус исполнителя их не устраивает. Прошло время, снизилась там героизация этого проекта, который называется «Украина в глазах западных организаторов», вернее, соорганизаторов, так будет корректней. Я долго подбирал слова разные, смотрел, что говорит на Западе, на Украине, в России. Там, разные люди, которые по-разному смотрят на эту ситуацию. Но по большому счету ни у кого не вызывает сомнений, у большинства людей не вызывает сомнений то, что, собственно, организаторов уже не устраивает то, как функционирует и как действует этот проект. Это первое. Второе. Все вот эти описания, Guardian, там, Нью-Йорк Таймс, там, Вашингтон Пост и прочие газеты, это как раз говорит о том, что действительно там не будет комплементарных материалов. Просто их не будет. Вопросы политической жизни, я думаю, Александр, вы как человек опытный в этих вопросах, связанных там, с политической, там, журналистской деятельностью, вы полагаете, что здесь о политической жизни речи не идет. То есть идет, скорее всего, о проблемах, которые возникли внутри режима, связанных с боевыми действиями и связанные с тем, что, знаете, так откровенно скажу, что, в общем-то, вот этот кризис, он больше внутренний. Это уже накопились новые проблемы в новых условиях. Вот давайте так. Я вот у вас в эфирах работаю и смотрю там мнения разных людей, которые журналисты имеют разные точки зрения, разные подходы. Но я хочу сказать, что это уже кризис внутренний, это кризис нового состояния украинской власти. Вот, собственно, они подошли к этому кризису. Они накопили массу внутренних проблем, противоречий, конфликтных ситуаций. Вот сейчас они пытаются каким-то образом их разрешить. Вот я так себе позволю начать наш диалог. Проголосуют откат Зеленского по антикоррупционным органам? Ой, послушайте, вот вы знаете, вот не вы первый сейчас задаете вопрос, а какая разница вам? Этот процесс, то есть ребята зашли не на ту поляну, извините, вот я на сленге, вот как бы, мне понравился один комментарий просто, говорит, слушайте, организовали американцы процесс, потеряли интерес американцы в процесс, перекинули на европейцев, потому что USAID закрыты, потому что, закрыли USAID. И получается такая интересная ситуация. Ну и все равно ребята зашли не на ту, как говорится, зашли не на ту поляну в лесу, понимаете? И оказалось, что набой это как бы является, во-первых, не все на Украине этому рады. Вы что думаете, протесты народные это как волеизъявление? Это вопрос показывает о том, что работают технологии внутри этого процесса, отрабатываются модели социального поведения в условиях нового кризиса. А кризис носит перманентный характер. Его можно было направить в русло военных действий там, против кого-то. Но сейчас нет ресурса уже того, чтобы все обращать вовне. Больше смотрят и задают люди вопросы себе, а что будет дальше?
Потому что рано или поздно человек, если лишается какой-то глубокой, далекой цели, которую там нарисовали перед Украиной, ее не будет сейчас, как вы понимаете, ни ЕС, ни НАТО в этом обозримом периоде времени. Да и с выборами, я еще раз говорю, что здесь дискуссии можно вести сколько угодно, но вопрос даже не в выборах. Там вопрос, вернее, как в процессе, да? С точки зрения того, что он будет как бы легитимно и устроит большинство, но я тоже в этом, не то что не уверен, я понимаю, что это нереально сейчас в нынешних условиях, потому что выборы будут носить имитационный характер. И вот возникает простой вопрос. И что делать дальше вот в этой ситуации? Решили они с НАБУ. Но они поняли, что они не на тех наступили. Но здесь, конечно, вызывает негатив, потому что это считается дозачистка пространства украинского. И опять-таки слово «политическое» здесь неуместно. Наверное, управленческого пространства или как-то там контролирующего социальные процессы в обществе. Может быть так. Тем более, если посмотреть биографию, я еще с первыми людьми, которые участвовали в этом, еще когда на Украине жил, там, когда формировался этот процесс. То есть это люди были, которые там и от удара, там, и еще от кого-то, то есть занимались. То есть это люди определенно имели позицию. Потом на какое-то время там, при Байдене эта история как бы сошла на нет. Но сейчас я понимаю, что это там запретная тема. Это, знаете, там табу на эту историю. И поэтому я думаю, что это просто некий триггер был. Это не повод, не решение. И так как будут голосовать в парламенте, проголосуют за, условно говоря. Проголосуют за. И что дальше? Это тоже покажет слабость власти. Проголосуют против, это тоже слабость власти. Тут какой, вот в данном случае это процесс, что будет дальше после этого? По большому счету, я так себе вижу ситуацию. Так, а что будет дальше? Люди отпразднуют победу, эти, которые протестуют всю неделю и которые там выходят, и как бы вот смотрите, Украина вернулась в демократическое лоно, народ победил. Все же видите, как уважительно высказываются, какие-то матерные, скажем так, надписи на этих картонках, а все, как и прокурор, и МВД министр, и все говорят, вот, надо считаться с обществом. Нам просто показали, что с каким обществом будет считаться власть. Вот с этим. А все остальные, пожалуйста, в бусик, напередок, всем остальным проверки, всех остальных кошмарить, всех остальных за неправильный лайк в кутузку и, может, даже потом на обмен. Вот такая, в принципе, как вы выразились, дозачистка и происходит. Вот вопрос же, это настраивают, условно, острят лыжи на еще более успешное перемалывание, или мы видим абсолютный разворот и закат, смену заказа на эту войну? Да нет, смены заказа откровенно я не вижу, а поворот, да, это, наверное, все говорит об изменениях или возможных изменениях, или настроенных изменениях во властных структурах Украины. Давайте так. Фактор легитимности сомнителен. И что было бы, вы говорите, часть народа пришли бы, проголосовали, в смысле, порадовались бы этому. Но опять вы же сами правильно сказали, что это только меньшая часть населения, только частично вовлеченных в процесс. И тоже, опять-таки, инспирированная извне. Это же не часть внутреннего, то есть настрой в обществе есть негативный. Но вождей, которые поведут, куда повести, какая следующая парадигма, как принято говорить, вернее, новая парадигма будет того, куда идти украинскому народу? Это что, разве объяснили? Пока нет. Поэтому я думаю, что сейчас это просто пробовать варианты смены. Очевидно, будет смена лиц, смена людей, которые участвуют в этих процессах, и будет прокачиваться ситуация, чтобы это не разрушилась, не рухнула система, а чтобы она как бы трансформировалась. Вот я вижу в этих действиях именно такие вопросы. То есть это уже больно, это чувствительно. А вопрос о том, что НАБУ, да, это касательно, когда она создавалась, это все-таки высшие чиновники, это люди, которые имеют влияние на политические процессы, на бизнес-процессы на Украине, борьба с коррупцией. Но вы понимаете, на этом фоне, если с чего победят? Вот то, что вы сказали о ТЦК, то, что вы сказали о мобилизации. То есть там коррупция носит тотальный характер, который не было беспрецедентный, открытый характер, о котором говорят все, и никого это не смущает. То есть вот такой диссонанс. Вот тебе антикоррупционное бюро, да, это против высших эшелонов власти, скажем так. А вот тебе реальная жизнь миллионов, подчеркиваю, людей, которые в этом процессе живут и считают этот процесс нормальным. То есть тут даже морализация по этому поводу нет и быть не может, Александр. И поэтому все равно ключевая тема и ключевое слово смысловое – это антикоррупционное.
Вот здесь, пожалуйста, она имеет официальный характер, носит официальный характер. Вопросы там касаются там, о распиле на оборону, там еще там нас, это другая история, потому что она все равно покрыта мраком. Это все равно как инструмент борьбы, все равно мало влияющий на, скажем так, на политический имидж. Это, ну нет, на имидж людей. А политический имидж, это слово там сознательно сейчас убираю из нашего диалога, потому что здесь не о политике идет, здесь идет об управлении. О тех людях, которые занимаются управлением в условиях, когда легитимности лишены всего. Следующий момент, о котором сейчас многие говорят, а отказ от того, что местных выборов не будет, это тоже о чем-то говорит. А теперь прикиньте. Но вот считалось, что моделировать ситуацию, встречал мнение экспертов, уважаемых людей, говорят, что хорошо, местные выборы это могут дать, я сразу перейду вот к возможным вопросам трансформации. Да? Смотрите, что получается, Александр. Ну, допустим, пройдут местные выборы. Там, в больших городах, там, где есть определенные фронты нынешней киевской власти, там, Днепропетровск, Киев, там, Одесса, возможно, Львов, там, еще, может быть, Харьков, ну, может, еще некоторые города, там, и, собственно, не все так просто. Вот, то это сформируются избирательные участки, это откатается политический процесс, это местные бюджеты, скажем, там, ну, которые участвуют в выборах. То есть это, ну, как бы поскромнее все будет история. Но вот в этом как раз и кроется самый большой риск. Это риск фрагментации страны, потому что здесь легитимность получают местные органы власти. Да, казалось бы, логика правильная. То есть вот с точки зрения технологий, да, на местах отработали, посмотрели там количество подданных, которые участвуют, собрали избирательные комиссии, провели, скажем так, реанимировали выборный процесс, которым, собственно, гордилась десятилетиями Украина, что выборы это был процесс конкурентный на протяжении многих лет. Все. Но сейчас вы слово о конкуренции забудьте, то есть, ну, может быть, вернулись в эту луну. А что дальше? Следующий вопрос, Александр. Следующий шаг, следующий результат. Ага, скажут, вот мы легитимные, а вы нет. А это же фронт тогда будет по регионам. Местные бизнес-элиты будут пытаться защитить свои активы и свои ресурсы, которые имеют свойство истощаться, особенно в нынешних условиях. А вот это как бы очень серьезный риск для власти. Поэтому я здесь даже вижу не боязнь того, что, допустим, или опасения того, что люди на сегодняшний день там как-то там боятся там этого процесса местных выборов. Нет. Просто это, на мой взгляд, может подорвать вот как раз вот ту конструкцию, которая сейчас существует вне выборов. Скорее всего, тут придется что-то сделать сверху, а потом спускать эту ситуацию вниз, скажем так, опускать, как там будет процесс идти. Вот здесь, я думаю, вот так вот будет идти. А процесс НАБУ, еще раз говорю, вот вам антикоррупционное бюро, и слово «коррупция» оно вполне легитимно в украинском обществе. Подчеркиваю, разные моменты, там сколько откупиться от армии, сколько уехать за границу, сколько чего там еще надо. И это носит массовое явление, которое не носит, не имеет критики в обществе. Тем более те, кто это осуществляет, потому что люди себя таким образом защищают. Вот получается такое противоречие, такой парадокс. А это инструмент, подчеркиваю, это чужой инструмент, созданный на чужие деньги, софинансируем другими источниками. Мы же прекрасно знаем, как это было в 2015 году, когда этот процесс пошел. Вот такая вот картина маслом, на мой взгляд, сейчас. Ну, то Это есть... текущий процесс, это то, что мешает, воспринимать то, что попытка как-то изменить ситуацию. То есть это тоже не трогать. Это, получается, часть конструкции нынешней украинской власти, которую трогать власти нельзя. Ну, насчет непроведения выборов и официальный отказ Центральной избирательной комиссии, имеется в виду местных выборов, у них тоже подходит на эту осень срок их полномочий. Тогда получается, с одной стороны, да, но с другой стороны, получается, никакая власть нелегитимная. Никакая. Кабмин поменяли в нарушение Конституции, президент, понятно, Верховная Рада, потому что нарушает... Ну, тоже вопросы очень серьезные. Мест, получается, безвластие. Анархия, что ли? Ну, слушайте, мы это проезжали не единожды. Почему нас это удивляет? Ну, вспомните 4-й год, 3-й тур 26 декабря. Ничего не смутило. В конце концов, в обществе нашли тогда консенсус. И это мирно, там, бескровно прошло. Но, тем не менее, потом вернулись в конкурентную среду. То есть, как бы, сломали ситуацию, которая была не готова. Ну, которая была, скажем, не устраивала половину населения страны или около половины населения. Все, сломали ситуацию, вернулись в русло в 2006 году, и уже на парламентских выборах, когда отыграли, в принципе, назад. Это была еще конкурентная среда на Украине. А сейчас? Ну, какие варианты на самом деле? Что? Ну да, действительно, к осени будут, к сентябрю уже нелегитимно, или к октябрю уже будет нелегитимна и нынешняя вот местная власть. Дальше, Александр. А кого это смущает? То есть, как бы, смотрите, все равно фактор субъектности есть.
фактор субъектности есть. Почему? Потому что деньги дают нынешним представителям нынешней власти, там, называйте их там сомнительной легитимностью, реальной легитимностью, возможной, временной, ну как называйте любое слово, которое... Все это работает. Пока же ресурсы даются, пока с этими людьми договариваются, пока они представляют страну на внешнем контуре, тем более в переговорном процессе. Вот сейчас все слова Нет, пока. подождите. Кто договаривается? Кто? Ну, допустим, Запад же легитимно. Не-не-не, тут смотрите, давайте так, давайте разделять эти вещи, да, потому что я хотел с вами о Трампе поговорить еще, это прям очень интересно, его вот эти все, состояние Трампа, да, поэтому давайте попробуем разделить. Кто договаривается? Ну вот смотрите, вы говорите, кого это волнует? Это волнует всех более или менее думающих людей, которые четко видят и понимают, что... Вот эта мантра, которую повторяют, все закончится на поле боя. Нет, все закончится за столом, в Стамбуле, не знаю, в Женеве, где-нибудь еще там, да, то есть, ну, в Вене может закончиться, может еще, когда приедет делегация украинской стороны, российской, и будет подписано нечто, что одни будут называть капитуляцией, другие будут называть, ну, нормальным миром или там завершением войны, которого бы так долго добивались. Почему я так категоричен? Потому что захвата всей Украины не произойдет. Захвата больших там частей Украины может произойти, но опять-таки тут тоже насколько больших. Вопрос кем захвата? Вопрос, Александр. Захвата кем? Российской Федерацией. Да подождите, а что Украина сейчас? Она под контролем Запада, все. Земля под контролем, ресурсы, договора под контролем, вы суть даже о них не знаете. Какой вам еще захват нужен? Украина потеряла все. Сейчас она потеряла субъектность в экономическом смысле слова. О каком захвате сейчас идет речь? Смотрите, тут это когда речь идет о военной составляющей. Придется... А экономическая, что менее субъектность этого выше стала? Так вот по экономической давайте пройдемся истории. То есть ресурс, который давальческий, и все это понимают. Мы с этого начали. Министр обороны Шмыгаль говорит, ой, могут задерживать зарплату военным, представляете? То есть НАБУ, вот эти все перестановки кровати и так далее. Вопрос в другом заключается. Когда нет легитимности, не с кем подписывать. И вы правы, если провести условно местные выборы, да, в Украине, там по всем регионам, где это возможно, потренироваться к выборам большим и добавить легитимности местным властям, так они будут договариваться с теми же россиянами или с кем еще. Я об этом вам как раз и говорю, да. По регионам будут договариваться. А почему с россиянами, с румынами, с венграми будут договариваться, с поляками? Почему вы смотрите так? И вопрос сейчас идет не о захвате, а о потере субъектности. Мы с вами уже говорили не единожды. Это кто как смотрит в этой стране. Потому что, понимаете, большое количество людей думает не так, как мы с вами. Предположим, да? Вот как отношение к Майдану. Половина думали так, половина думали по-другому. Но я грубо говорю. Но по факту получили общий кризис и ну что? Ну вот получили. Вот мы сейчас в этом живем. В нелегитимной системе. Когда можно было это другое, вот это другое и получили. То есть сейчас не ищите субъектности там, Александр, где ее потеряли намеренно. Что в первом случае в Майдане, что во втором. Какую вы хотите решить легитимность? Сказать, что это в принципе, ребята, другое было, что этот Майдан как бы ничего, и мы пришли к демократии. Все, потеря субъектности произошла 22 февраля 2014 года. Окончательно, бесповоротно. Точка. Все остальное это уже сентенции по поводу того, как мы будем с этим разбираться? Местные вожди разбираться или нынешние? Как и кто будет мир подписывать? Вот почему я говорю. Для меня этот вопрос остается открытым, потому что так же, как и заключение мира. Александр, понимаете, какая штука? Я сейчас не вижу пока исхода. Потому что, вот откровенно говоря, для меня есть открытый вопрос. Вот говорят, есть вещи, там есть люди, наверное, которые знают много, знают больше нас с вами. Но я пока не вижу, что будет через 10 дней после ультиматума Трампа. Потому что там, возможно, наступят какие-то болезненные события. Но они коснутся ту и другую сторону, потому что слишком связаны в этом. Тут не то, что кто-то выиграет или кто-то проиграет. Там пока как бы ситуация сложная для всех. Для Запада в чем она сложная? Афганский вариант уйти, но, говорит, не получилось, все, стираем, уходим. Это тоже как бы преувеличение, на мой взгляд, потому что Афганистан был далеко, а граница с Западом находится рядом. Потому что Афганистан был такая анклавная территория. Часто сравнивают, там, американцы уйдут из
как ушли, как из Афганистана, ну, к этому можно, я говорю, по-разному относиться. Но здесь слишком большие ставки, тем более мы с вами уже говорили, коллеги ваши в эфирах говорят вполне вот эти разумные вещи. Послушайте, передали, американцы чего добились за эти полгода, самое главное, там помимо Трампа мы действительно, может, вернемся, тут не о нем сейчас речь, а о тех высказываниях, малограмотных, непонятных, вот, ну, это другая история. Западу сказали, ребята, вы теперь будете больше тратить и больше платить за Украину. Точка. Они и так немало платили. Все. Американцы добились вот то, что считаю большим успехом американской политики, это то, что сейчас передали даже вот те вот исходники, которые были набутом, сейчас больше, наверное, финансируются теми же европейскими структурами. USAID мы не слышим, но люди, которые работали с этими структурами, по-моему, финансируются, многие из них финансируются европейцами. То есть произошел этот переход, качественный, на мой взгляд, переход. Европа сейчас больше вовлечена в украинские дела. А хотят они из этого уходить, я не знаю. Откровенно говоря, вся Европа сейчас достаточно консолидирована. Что бы мне сейчас кто ни говорил по поводу того, что там в Европе есть там люди, которые выступают против войны, там люди, которые выступают за уменьшение помощи Украине, да, такие есть. Но для меня, вот как человек, который тоже много лет этим занимается, я социолог, я меряю в обратную реакцию. Вот есть какое-то политическое решение, мы смотрим, как люди на это реагируют. А людям, в принципе, все равно не изменились политические решения в рамках страны. Понимаете? Вот если ЕС принят решение, что мы не будем теперь делать, мы теперь идем на компромисс с Россией. Вы слышали слово «компромисс с Россией»? Нет. Вы слышали слово «переговоры с Россией»? Я не слышал. Поэтому сейчас говорить о том, что будет... еще, Александр, одна очень такая важная, на мой взгляд, вещь. Вот все-таки горизонт планирования. Вот мне, вот знаете, в выборах есть такое, в социологии есть такая история. Когда избирательная кампания набирает оборот, социологию нужно делать в короткий промежуток времени, чтобы зафиксировать как картинку, фото. Вот сейчас рейтинг такой, такой, такой. Вот сейчас и здесь нужно понимать, что будет в ближайшую неделю. Я, откровенно говорю, не знаю, что будет через 10 дней. Либо эти заявления будут носить какое-то, условно говоря, сойдут на нет, но я полагаю, что у американцев достаточно серьезный настрой на эти вещи. Потому что акция СНАБУ показала, что сразу включает другие ресурсы. Вы что думаете? Обиженные люди вышли, они о НАБУ мало что знали. Вышли и сразу провели протесты многотысячные во всех городах. Это внутреннее волеизъявление народа, ну, я вас умоляю. Я предполагаю, что да, это просто консолидация недовольных режимом людей, но немножко по-другому. Но в рамках общей конструкции, которая сейчас существует. Вот я так себе вижу картинку. Ну так давайте попробуем понять, что будет и какой процесс запускает Трамп сейчас. Ведь по большому счету это все сводится сейчас, вот на данный момент. Мы еще не знаем, осталось там 8 дней, да, там 7 дней, ну, в зависимости от того, кто... Безусловно. Кто я поэтому вообще смотреть. не хочу даже заморачиваться. То есть это они решают, строят дедлайны и меняют их тут же. Нет, давайте заморочимся, давайте в другую сторону заморочимся. Трамп начинает публичную перепалку с Медведевым. Ну, вот это вот все. Медведев ему говорит, там, намекает на мертвую руку, на ядерную войну. Тот говорит, да, заходишь на опасную территорию. То есть это все очень классный интертеймент. Ну, то есть вот это вот шоу, да, которое устроили в соцсетях. Однако возникает же другой момент. Трамп, вот можно его как взбалмошного, деда представить здесь, и его дед Лайн. А можно подумать, что он сейчас делает. Смотрите, Европа, 15% плюс она за все платит. Энергоресурсы, Украина, НАТО. Никто ж не забывает, что НАТО увеличивается процент. То есть все как бы концентрируется вот сюда. Расходы имеется в виду. Нефть вообще может быть по 200. Ну вот вообще легко. Потому что там иранские суда, которые там перевозят, плюс вот эти пошлины, которыми угрожают против российской нефти, и вторичные санкции. Экономику Индии он называет мертвой. Мертвой. И тут все как-то немножко так разбудят руками и говорят, подождите, ничего себе мертвая экономика. Все вот эти мобильные телефоны, которые отправляют, это раньше они все были китайские, да, ну, в Китае производство разных компаний, а сейчас они индийские, ну, то же самое, то есть как это мертвое. Там пытались же лепить из Индии что-то подобие какого-то Китая, да, ну, там, технически. Вот была Америка-Китай, да, сейчас будет Америка-Индия. Ну, такой был глобальный замысел. Сейчас приходит Трамп, получается, все это ломается. И, но не факт. Ну, по крайней мере, по заявлениям и по пошлинам. Но по заявлениям уже Гренландия должна быть американская, и Канада тоже.
Ну, как бы, Александр, ну, послушайте, вот сейчас, вот я думаю, вы очень классные вещи говорите. Ну, что произошло? Мир перевернулся, да, ну, все вздрогнули, но общественное мнение сейчас будоражит каждый раз. Но это же, вот извините, вот как бы это тупо не звучало, вот мы все соучастники, по большому счету, этого процесса. Ну, все практически. Мы все на это реагируем. То есть, либо надо становиться буддистскими монахами и смотреть на это, созерцать, и будет, да, и как оно будет, да бог с ним. Но если мы пытаемся смотреть, во времени и пространстве процесс продолжается. Я вот всегда возвращаюсь к тому, что на сколько лет это будет история. Минский процесс шел с 14 по 22 год, считайте, практически по конец 21. 8 лет. Ну, так как мне приходилось работать вот в этих, как бы, ну, условиях, в компаниях, которые занимались эти группой экспертными. Ну, тянули, ждали вот какого-то там соглашения. Минск-1, Минск-2. Потом, что как-то решали, в каком составе там будет решаться. Я просто показываю уже ретроспективу такую. Но сейчас готовится нечто другое. То есть это процесс длительный. Сейчас стратегия американцев – это не результат, это процесс. Ну, что ж вас выпустит из этого процесса, если вы в него зашли, люди? Вы захотели зайти в этот процесс, вы в него зашли. Я абстрактно говорю. То есть захотели там зайти, я не знаю, там, в палестинском конфликте. Да, пожалуйста. С иранцами, пожалуйста. Украина такая же история. А кто мешает? Они модераторы процесса. Это же не у них на земле происходит эта история. А какая форма будет? А мы об этом сидим, как туземцы, и думаем. Что будет дальше? Ну а чего? Что проблемы шерифа, проблемы индейцев касаются шерифа, я вас умоляю. Они как бы очень давно живут на свете, эти ребята. И они понимают, что мы точно не партнеры для них в данном случае. Вопрос Индии – это хороший пример, вернемся позже. Вы спросили, что будет у нас. Я не готов сказать, я не знаю. Во всяком случае, то, чего я видел, вот как бы мои внутренние прогнозные оценки, то, с чем я делился в начале года, я чего точно понимал, что выборов не может быть, ну, в моей картине мира, да? Вот как я себе представлял, слушая разумных людей, там, слушая противоположные точки зрения. Ну хорошо, он может быть позже. Что вы думаете? Я думаю, что, скорее всего, идет отрабатывается фора смены людей, которые участвуют в этом процессе. Вот я так думаю, для меня такое есть понимание. Там, не знаю, относительно там, Ермака, там, еще кого-то. Но вы же когда-то сказали, говорят многие люди, о том, что там перемена коек там, или какие-то там еще высказывания. Даже не перемена стульев там, в кабинете, не об этом речь идет. Просто идет продолжение процесса. Переход произошел качественный. Американцы-модераторы, теперь европейцы. Но американцы все равно эту ситуацию тоже не отпускают. Просто больше дали полномочий и больше возможностей дали европейцам тратить денег на Украину. Причем более жестко сказали, не дали возможности, это не в беседе дружеской, но это там уважаемый там, лидер такой страны, потрать больше, а в ультимативном плане. Дальше. Россия окончательно будет отсечена, энергоресурсы России от Европы. Как вы думаете, это не продолжение чего-либо? Россию закрывают железным занавесом от Европы. То есть этот процесс не остановился. Чего вы думаете? Чего произошло? Ничего. Следующий момент, Александр. Вы думаете, что политический процесс сейчас важен? Нет. Управляемость, сохранение управляемости территорий и думать, что с Россией. То есть пока те намеки о том, что там все хорошо и мы договоримся, пока не работает. То есть мы увидели первый промежуточный результат. То есть первые полгода Трампа, то, что европейцы переключили, да, но с Россией как там будет, какая там соглашательская позиция, там договоры, будут какие-то... Задачи будут решать, которые компромиссный характер будут носить. Не знаю. И вопрос даже, ну, видите, я не комментирую специально, там, что там перепалки в соцсетях там, между людьми, которые имеют достаточно большой политический вес. Но не это главное. На мой взгляд, это белый шум. Я смотрю о социальных последствиях. Вы меня бы спросили, как социолога, что ты, Евгений, видишь? Я вижу, что перспектив пока для урегулирования нет основ. Что нарастает внутренний кризис, с чего мы с вами начали внутри страны, это новоприобретенные проблемы после 2022 года, о чем вы часто в своих эфирах и говорите относительно противоречий в украинском обществе, относительно там ТЦК, власти, части населения. То есть, и то, что мы понимаем, что власть теряет контроль над большей частью общества, это очевидная история. И что вот даже то, что касательно социологических, просто они покрывают тоже меньшую часть населения, ну, как бы Украины. То есть это как бы производное тому. А как сохранить этот контроль? Что будет дальше? Какая будет история? Будет ли фрагментация дальнейшей страны? Будет консолидация? Вот здесь, наверное, вот задают вопрос многие люди. Но исходя из такого тренда, который мы видим сейчас пока центробежные тенденции, по-моему, набирают обороты. Вот, на мой взгляд сейчас, скажем так.
Мгм. Ну, это интересный очень, кстати, взгляд на вещи, потому что тут же ж как, вот смена лиц, но может быть не первых Но не лиц, реагирую я на это откровенно, не а, реагирую. а может все-таки это действительно ради того, что есть проблема с управляемостью Украиной в целом. Причем тут мы сюда вводим и военную, экономическую, все составляющие. Проблема. И поэтому вот это сейчас то, что происходит с этими законопроектами, со всей этой всей историей, улицей, это вот как бы Запад пытается, ну, условно, не новый хозяин, а новая метла сейчас будет как бы расставлять свои вот эти, да, свои буйки, свои маячки. Важный нюанс только здесь, очень важный. Так а почему нам показывают Залужного и его фотографии? И зачем Россия включается в эту игру и говорит, что вот смотрите, Буданов, Ермак и Залужный встречались с британцами в Альпах и думали, как менять Зеленского, но сохранить вот эти все, условно, вертикали. То есть Ну, очень интересный же на самом деле эпизод, а его фотографии Залужного в Воге, ну они, конечно, обрастают мемами в соцсетях и так далее. Ну, я, конечно, пытаюсь максимально уйти от этой, ну, не то что от обсуждения этой темы, но не впечатляет меня ни первая, ни Альпа, ни фотосессия, ничего. Ну, извините, ну, не впечатляет, и я, ну, как бы не то, что я там кого-то хочу обидеть, и все. Ну, это как бы, ну, это внешняя такая-то бравада, там другие вещи идут. Ну, слушайте, те ребята, ну, я всегда вспоминаю, ну, давайте базу, никуда не деваться вот от этого. Что говорила уважаемая тетя Нуланд? Этот будет премьером, этот будет мэром. 5 миллиардов денег американских мы дали на то, чтобы была с помощью, и подчеркиваю, внутренних ресурсов и внешних была смена власти на Украине. Все, ребята решили задачу. Они вложили деньги, они решили эту задачу. Все, они живут, но мы живем в новой реальности. Точка. И вот теперь идет развитие следующего предложения. Но послушайте, если они хотели, человек, если хочет, а при их ресурсах, возможностей и уровне управляемости страной, если бы они реально захотели, они бы уже давно решили другим способом эту задачу. А сейчас нам конспирологическую теорию как бы навязывают относительно того, что какие-то серьезные ребята, которые находятся в противоречии, между прочим, друг с другом, вот решают что-то в Альпах. Ну, откровенно говоря, я вам скажу, Александр, не впечатляет меня это от слова совсем. Извините за Так и вот какими такую... другими способами? Слушайте, есть вопросы, которые решает просто... Он что-то пошептал на ухо жениху, и жениха как будто ветром сдуло. Высоцкого цитирую. Понимаете, решается по-другому, потому что по-другому ставились эти люди, заходили во власть. И этот ресурс никуда не делся. Если выборов нет, то какие выборы мы сейчас хотим обсуждать? Что смена власти насильственным путем, зайдут какие-то ребята в камуфляже и скажут, караул устал, и мы пришли. Но не об этом же речь идет. Вопрос идет о том, что смена вполне возможна, она вполне допустима уже в головах у большинства украинцев. Вопрос, как это сделать, героически, тихо сделать, чтобы это без шума. Все равно ожидают перемен, ожидают смену лиц. Но опять-таки ни коек, ни стульев, как сейчас там аналогии делают. В смысле, проводят какие аналогии. Еще раз говорю, просто моделируется ситуация. Управляемость и смена персон для продолжения вот этой политики. Либо для того, чтобы была изменена политика в этом, не политика, а направление, вектор движения в этом проекте под названием Украина. Вот здесь возможны вариации. Но это все равно период без политической жизни, это период, когда будут меняться лица, это когда будет меняться вектор политических действий, и после этого уже наступит какое-то решение. И тем более, что здесь, по большому счету, кроме Запада, американцев и европейцев, в принципе, никто этим процессом управлять не будет, других там нет. И украинцы в этом случае, они тоже будут участники этого процесса, но потому что все ресурсы находятся там. Понимаете, все ресурсы находятся там. И поэтому вот степень их получения этих ресурсов, как же сказали, по набору. Вот европейцы приостановили помощь. Какие аргументы нужны? Поэтому вопрос Альпов. Я думаю, на мой взгляд, это так. Это интересная картина, чтобы мы обсуждали. Но я думаю, процессы идут другие. Кто управляет, кто дает ресурсы, кто лоялен новым решениям, кто не лоялен, и какая будет смена, переход одних персон в другие. Потому что я думаю, что люди точно не будут, скажем,
высказывая, траур надевать по этому поводу, не будут, как бы, вернее, носить траур по этому поводу, не будут каких-то решений. Ну, сменится и сменится. Я точно говорю, что это пройдет, вот, и потом 2-3 дня, и события пойдет вообще по-другому. Ну, придаем мы слишком большое значение, на мой взгляд, этим факторам. Вот я так думаю, Александр. А Ну, Мелании, а Мелании нравится Путин. Представляете? Ну, понимаете, вот мы опять вернулись. В Альпах прошла встреча, а Мелании нравится Путин, а Дональд написал письмо Дмитрию Анатольевичу. Разве в этом суть процессов, которые мы пытаемся постичь? Идет серьезный конфликт. В этом конфликте масса проблем для огромного количества людей. Смотрите, Вот. тут вот была же бомбежка прошлой ночью, да, Киева. Опять-таки, летела по... Это все прекрасно понимают и знают. Да? Летела по Жулянам, там рядом Святошинский район. Ну, кто в Киеве жил, был, ну, примерно понимает, да, что попала по домам, повыносила окна, одна там многоэтажка сложилась, один подъезд, там погибшие, это все опять демонстрирует Зеленский, все это. Но тут же возникает другой вопрос. Россия, вы ее исключаете из влияния на будущую организацию власти или вот эту, да, перестановку в Украине. Однако, когда были протесты НАБУ против, ну, за НАБУ против Зеленского, Россия даже шахед не запускала. Ну, там даже никакой там, не знаю, там... Никакой-то там дрон не повис над Киевом разведывательный, чтобы включить тревогу и разогнать этих людей. Потом немножко позже уже были, да, вот на следующие дни там. Ну и то короткие тревоги и так далее. Да. Сейчас у нас имеется картина. Да, вот. Люди выходили, а сейчас там, ну, завалы еще не разобрали, да, а уже там вот это все. Ну, то есть... Россия вообще никак не влияет на то, что происходит. А если влияет, то каким образом? Или давайте не так зададим вопрос. А имеет ли интерес в, скажем так, в этих перестановках или смены лиц, да, Российская Федерация, насколько он может быть учтен? Ну, интерес Российской Федерации обозначен. Знаете, вот есть такие были времена, которые можно цитировать, вернее так, сейчас можно цитировать только американцев. То есть Россия там вынуждена была зайти в этот конфликт, потому что это опять-таки Венс, да? Тот же Трамп, потому что и те же европейские политики называли, что журналисты говорили, Россию вынудили зайти в конфликт, потому что расширение НАТО на восток для нее красная черта – это Украина в НАТО. Точка. То есть выступление Путина в декабре 2021 года как раз является то, от чего отталкивался Запад, когда тот период был, когда Трамп говорил, что Россия друзья, что мы с Путиным поладим, что мы понимаем, что это часть той же элиты, тот же Байден. Правильно говорит, это же не я, это Байден. Вспоминайте, Александр, да? Это они затеяли эту войну, это они, скажем, вынудили Россию отвечать. Я ж не цитирую русскую пропаганду. Это американские источники. Документы USAID говорят о том, что дело что? На смену власти и создание проекта антироссия. Все, это произошло. Американцы это обозначили черным по белому. Вот это как бы суть политики Соединенных Штатов. Это роль Соединенных Штатов в тех процессах, которые происходят на Украине сейчас. Роль России какова? Вернуться в процесс, чтобы Украина не стала членом НАТО. Это каждые переговоры ведутся. Чтобы она имела там нейтральный статус. И, очевидно, территории, которые сейчас находятся под контролем России, чтобы они и оставались в составе Российской Федерации. По-моему, вполне четко обозначаются эти, как это, перед переговорами или когда там какие-то контакты в Стамбуле. Вот, по-моему, эта точка зрения не поменялась на сегодняшний день. Там есть, конечно, вариации, которые касаются там, того, что там те или иные территории, какой там статус, можно ли какие-то варианты с ЕС, входить в ЕС, там, какие о 300 миллиардах долларов там, замороженных активов российских. Там много чего еще есть. Но по большому счету базовая вещь, собственно, то, о чем говорили, это 21 год, это та красная линия, в которой, согласно которой вот, российским заявлением, это то, что Украина не член НАТО, не может быть членом НАТО. Нейтральный статус. И тем более парафированные Стамбульские соглашения как раз об этом Александр и говорили. Мы отсылаем не к переговорам, не к смайликам, не к там альпийским беседам, а к тому, что конкретно было, о чем сказали представители Украины,
представитель России, то, что подтвердил Арахамия, то, о чем сказал Трамп, когда стал президентом, что это не моя война, и я хочу ее закончить, это глупое американское правительство в лице Байдена. Ну, пока я ничего не попутал, то, что я сказал. Там можно еще минут на 15 рассказывать, что там американцы по этому поводу говорили. Я отталкиваюсь от этих фактов. И считаю, что роль России сейчас в данном случае, она, ну, не то чтобы минимальна, у нее есть свои запросы, если хотите. Вот могут они его реализовать или нет, мне сие неведомо на сегодняшний день. Пока Россия вот придерживается этой точки зрения. Пока эти мнения учитывались в диалоге Трампа и Путина, пока эти мнения, скажем, фигурировали в разговорах, которые были в Стамбуле, и пока их обсуждают средства массовой информации и ведущие политики этого мира. Вот пока так я отвечу на вопрос. Никакой уклончивости здесь нет. У России есть свои интересы. Смогут ли они соблюсти их? Я тоже не знаю на сегодняшний день. Во всяком случае, они пока держат эту планку. Украина в этой ситуации, она согласилась с этими условиями в Стамбуле в 2022 году. Она согласилась с этими условиями. Потому что слово «парафированные» – это значит принятые по факту. Там, пусть дипломаты расскажут, то есть, не принятые, принятые к рассмотрению, к обсуждению и так далее. То есть это все по факту все решено. Дальше, когда, еще раз говорю, возвращается Трамп к власти, он сказал, что у России есть свои интересы, мы их не учитываем. Вот пока я так скажу, словами американских чиновников высшего уровня. И я считаю, что пока Россия пытается сохранить. Да, потеряла терпение, я потерял терпение. Мне не нравится сейчас, там, что Путин говорит, с ним хорошо говорить, но разговаривать не буду. Индия и Россия – это какие-то там экономики. С Китаем я буду решать по-своему. Но процессы, которые я увидел, которые идут сейчас, то есть, опять-таки, возвращаемся к то, чего многого добились американцы. Они действительно заставили мир зашевелиться и вздрогнуть и решать многие вещи, особенно экономические. По-моему, речь идет о десятках и десятках стран, которые, в принципе, принимают правила игры экономической Америки. Вот это первое, то, что я увидел. То есть Америка, вот та доктрина, которую они пытаются реализовывать, это Америка прежде всего. Это сохранение гегемонии Америки в мире, это статус доллара, это технологическое преимущество. Главный геополитический партнер становится Китай на сегодняшний день. Все остальные вопросы, эти все выписано в официальных, в американских документах, которые отражают ее внешнюю политику. Не партнер, противник Китая. Противник, да, главный геополитический противник. Противник. Я оговорился, да. Но с другой стороны, они понимают, что все-таки это не только противник, но и партнер. Здесь нет, по большому счету, оговорки. И так можно смотреть. Потому что огромный товарооборот, огромные, скажем, вопросы, которые требуют решения по той же Юго-Восточной Азии. Там, как-то я тоже там ориентируюсь немножко в этих вопросах, да. И там смотрю, там борьба с Америкой идет вот в десятки стран Юго-Восточной Азии, там реально там. И больше стран сейчас склоняются к сотрудничеству с Китаем. Я понимаю, не знаю, насколько это надолго, насколько это устойчивый тренд, но этот тренд есть. И опять-таки, если возвращаться к социологическим опросам, то Китай сейчас становится более привлекательным. Подчеркиваю, это на фоне вот этот информационный фон мировой, который существует. Это то, что вот последствия, потому что люди многие перепуганы тем, что не перепуганы, а как еще можно сказать, обескуражены, можно сказать, тем, что делает Америка, их публичное заявление. И более такая политика Китая априори становится более привлекательной. Ну, смотрите, тут же тоже такой момент по Юго-Восточной Азии. Вот повоевали Камбоджа и Таиланд. Это там старые раны, там тоже приграничные нарезанные территории, это все понятно. Трамп выходит, говорит, мы с вами сделку не будем заключать, мол, пока вы воюете. А пока там Трамп побеждает всех, или как это, помирил всех и спит, да, то есть там всех миротворцам предстает, нормально съездил представитель Китая, собрались они с одними, со вторыми, все поблагодарили Китай за классное посредничество и, в общем, приостановили этот весь, не скатилось это все в какую-то большую войну, то есть забрали, получается, этот кусочек миротворчества китайца у Трампа.
И мы это будем видеть и наблюдать. Это серьезный такой геополитический такой, ну то что, щелчок такой, да, по носу Трампу. Потому что пока он там со своими тарифами носится, кому вводить, кому не вводить, Китай едет и реально дипломатией решает определенный вопрос. Ваш прогноз, Китай поведется на вот эту историю с пошлинами, вторичными санкциями против России? Почему? Потому что Индию там крутят-вертят, Бразилию ввели, бразильцы сказали, ребята, мы будем бороться, значит, тоже будем вводить. С Индией непонятно, а вот тут вопрос Китай, который находится в 90-дневной паузе. Они же там как на 3 месяца продлили статус-кво какой-то, да, то есть без каких-то тарифов и пошлин. А тут через 10 дней условно, если вдруг заработают санкции, то тут, простите, турки имеют что сказать, китайцы имеют что сказать, но и другие игроки. Знаете, сказать не сделать, да? И я думаю, что во многом это будет зависеть, как поведет себя Россия. Вот, знаете, давайте так я скажу. И если Россия займет жесткую позицию, то я думаю, что многие будут и придерживаться этой линии поведения, потому что в данном случае такой диктат, слушайте, сказали там в Колумбии, я понимаю, я утрирую, может быть, да, что там самолет развернули, вот еще в начале каденции Трампа, с эмигрантами или с кем, он сказал, что никаких там замораживаем сотрудничество, сразу там посадили этот самолет, с этим приняли, кого нужно и так далее. То есть кто, условно говоря, отошел назад, да, кто остался на месте, сказали по поводу Панамского канала, да, вот что там уходит там компания, которая каким-то образом связана с Гонконгом. Оказывается, что никто никуда не уходит. Теперь по поводу Таиланда. Вы знаете, есть вопрос заявления такого плана, да, просто теряться будет вес американской политики. Хотя, с другой стороны, подтверждение этого, давайте так, по Таиланду короткая реклама, ремарка и вот реклама действий Соединенных Штатов, если так можно сказать, китайцев. Смотрите, что получается. За последние лет 10-12 в Таиланде оружие больше покупают китайское, чем американское. Инвестиции китайские в Таиланд существенно выше, чем американские. Один из крупнейших заводов по производству электромобилей в мире будет построен и строится уже в Таиланде. Вот эта азиатская магистраль из Китая до Сингапура, она уже построена через Лаос, строится в Таиланде и будут гнать эту ветку на Малайзию. То есть это меняет логистику внутри. Оно поменяло Лаос там, с Таиландом, торговые отношения там просто взлетели через Китай, то есть появились новые логистические коридоры. Китай заинтересован очень в Камбодже. Это была одна из причин конфликта с Вьетнамом 1979 года. Но тем не менее, они как-то эту задачу решают. Я думаю, что они потихоньку укрепляют свое экономическое влияние и, возможно, в перспективе политическое, потому что есть и у китайцев есть, скажем, слабости. Они не продают идеологию, да. Собственно, я не знаю, сильная это или слабая сторона, но как-то закрепляют. Американцы продают демократию, правильно? И в связи с этим ищут людей, которые в этой парадигме, условно говоря, работают. А китайцы в этом плане, они укрепляют свои позиции, и Юго-Восточная Азия является примером. Но есть пример другого порядка. Достаточно консолидированные действия Китая и Израиля, и Британии в том числе, на Ближнем Востоке или Восточное Средиземноморье. По поводу, опять-таки, Ирана. Я считаю, что это, для американцев это успешная история была. При всех издержках. Потому что смена режима в Сирии, ослабление Ирана на сегодняшний момент, подчеркиваю, на сегодняшний момент, Хамас, Хезболла, вопросы влияния Израиля на юге Ливана и так далее. То есть пока, с одной стороны, можно посмотреть, что в этом можно какой-то увидеть некий и успех. Поэтому здесь тоже там слов было не так много, там были действия очень жесткие, очень серьезные. И сектор газа там при всей неприязни там и европейцев и всего, никто не порвал связи с Израилем на сегодняшний день, правильно? Кроме декларативных заявлений. Но вот этот альянс американо-израильский на Ближнем Востоке или Восточном Средиземноморье, он как раз показал то, что они добились там некого результата. Причем, по мнению ряда аналитиков, довольно серьезных результатов. То есть в результате этого позиции Ирана там стали значительно слабее. Вот такая вот история. Я вижу такую историю. С другой стороны, позиция Трампа в Европе, то есть они полностью переключают на энергоресурсы Соединенных Штатов. И вот этот южный коридор, который через Турцию идет, там Азербайджан уже, Туркмения туда подключается в обход России.
То есть Россию полностью закрывают от энергетики, вернее, энергоресурсы России не пойдут больше в Европу. Это тоже очевидно. Это тоже результаты американцев. И да, кстати, там не такие уже страшные цены были. Да, цены там говорили много, что замерзнут и так далее. То есть Россия по факту тоже можно привести от Европы отсечена. Это решение задачи, решение задачи. Вот я пока так вижу, Александр. Есть вроде заявления, которые вроде кажутся там какими-то даже смешными порой, но есть и результаты, которые достаточно серьезные. Но как я вижу. Вот и так можно смотреть. Нет, ну понятно, что. Поэтому мы пытаемся проанализировать эти процессы, в том числе в геополитике. Если вернуться в Украину, как социолог, что вы скажете об украинском обществе и его качественном изменении? Я о чем сейчас? Я детализирую вопрос. Не о протестах, не о там молодежи, этих там молодняке, которые с табличками. Ну, понятно, почему молодняк. Потому что бусификация, она их не касается. Ну, условно, по возрасту. И там девочки, вот эти студенты и так далее. Если посмотреть на это со стороны вообще будущей демографии украинской, какая-то пошесть пошла. Николаев. Мужчина убегал от ТЦК, прыгнул там с путепровода мост, в общем, разбился насмерть. Черкасы, по-моему, да, там выбрасывается из поликлиники детской, видимо, ну там привел ребенка, с ним гнались ТЦК, и он прыгает с окна, тоже вроде как насмерть. Еще сегодня случай был. То есть мы видим, ну, как бы, мы видим абсолютно убийственное, да, действие вот этой бусификации, которая, вот заметьте, абсолютно разбивает в пух и прах Шмыгаль, выходит и говорит, 90% идут добровольно, все там то, что показывают средства массовой информации, фейк в неврите, это никак не отражается ни на ком, то есть это какие-то единичные случаи, в основном все, в общем, все хорошо. И ты вот так вот сидишь и смотришь, и думаешь, ну, Шмыгаль там много комментирует оборонку, там баллистику нашу будем запускать, еще, в общем, ну, он как бы новый министр обороны, и поэтому у него много сейчас этих заявлений. Но если посмотреть с точки зрения народа, да, ну, вот людей, общества, как вы выражаетесь, но не в том плане, что признанное общество – это те, которые на протестах, а вот в целом, то сколько еще украинцы выдержат вот такого характера мобилизацию? Как вы оцениваете? Александр, здесь очень много болезненных вопросов. Очень много болезненных вопросов. Первое, что это не началось сейчас. Это продолжение того, что сломали страну в 2014 году. Я подчеркиваю, что кому нравится, нет, но все-таки, знаете, не слушали, ну, как послушайте, может, сейчас. Если вот эта ломка произошла не сейчас, это производная. Вспоминайте, когда начался Майдан. А если побьют людей? Я вам говорю, вполне вот серьезные, осмысленные вещи, которые происходят. Это был ужас у журналистов, вот такой мистический ужас в глазах. Ой, не дай бог побьют людей. Побили людей. Дальше. Не дай бог погибнут люди на Майдане. Люди погибли. Не дай бог начнется война в Донбассе. Она началась. Не дай бог начнется как бы миграция, там усилится миграция населения из страны. Она усилилась. Не дай бог начнется конфликт с Россией. Не дай бог. А еще шуточки, помните 21 года? Ну, когда они уже на нас нападут? Это же массовое явление. Вы что, забыли об этом, что ли? Люди с издевкой говорят, о, Россия, так кто, о чем идет речь сейчас? Вот это и произошло. Сейчас это производное того, вот вы говорите, вот бусификация, вот это ТЦКшники, это производное вот этих действий. Это был один шаг. Это была первая кровь, это была кровь Донбасса. Это была Одесса 2014 года, если кто забыл. Если кто забыл эту историю. Оно никуда не делось. Оно никуда не делось, эта история. Она имела накопительный эффект. Нравится это кому-то, не нравится это кому-то. Вопрос заключается в том, что все были втянуты в эту воронку. И вот сейчас, когда гибнут люди, сейчас это не вызывает в обществе такого трепета. Вы уже понимаете, что произошло? Привыкание к войне – это жуткие вещи, которые мы с вами обсуждаем. Теперь возвращаясь к демографии, подчеркиваю, очень много на Украине хороших демографов, очень много хороших специалистов, с которыми мы обсуждали еще в нулевые годы.
Украина по темпам депопуляции населения в нулевые годы вышла на первые места в мире. Это уже случилось в нулевые годы, после того, как мы вроде пошли на не вроде, а пошли на хороший восстановительный экономический подъем там, после лихих 90-х годов. Не поняв эти процессы, очень сложно, чего мы сейчас задаем в 2025 году, что предыстории все действия не привели к этому, эта инерция никуда не делась. И вопрос, касающийся того, что там как будет демографическая ситуация, уже описывали эту историю еще в нулевые годы о том, что там к 40-му, 50-му году, но еще не о войне шла речь. Еще был достаточно мирный настрой, и многие люди выступали за нейтральный статус Украины. Даже говорили в условиях нейтрального статуса Украины при таком сохранении, вот, скажем, государства, то есть как бы там же внутренний разлом шел уже, 4-й год дал первый раскол на запад и юго-восток Украины, на центр, запад и юго-восток, уже эти процессы пошли, ломки страны, ломки вот того нового образования, которое образовалось в 91 году, которое никогда в этих границах не существовало, 600 с лишним тысяч квадратных километров территории, которое совершенно в других условиях формировалось и существовало. И вот сейчас мы хотим сказать о том, что будет вот дальше, какая демографическая ситуация. Ну, в 40-50 году без войны говорили там 25 миллионов человек. Сейчас, очевидно, на территории Украины, которая контролируется украинскими властями на сегодняшний день, ну, вряд ли проживает, или, может быть, с трудом проживает такое количество людей. И то, наверное, это жизнью сложно назвать, это вопрос выживания огромного количества людей. И вот сейчас, думая следующее, эта тенденция сейчас остановилась? Нет, я вам говорю абсолютно точно. Эта тенденция будет продолжаться в ближайшую перспективу? Да, будет продолжаться. Потому что даже если мы вступим в мирную стадию, после автошоки, как вот принято после землетрясения говорить, когда возвращаемся к мирной жизни, они еще будут будоражить общество не хуже войны. Не хуже, слово хуже, не хуже. И так же, как серьезно, потому что это, наверное, не те категории, так же серьезно будут влиять на общественную жизнь. Дальше, если откроются границы, это люди не пойдут в страну, а люди будут исход дальше продолжаться из страны. То есть вот эта структура общества, она уже практически разрушается, она держится за счет силы. Это очевидно, это понимает украинская власть. Поэтому заявление, я же говорю, не то, чтобы я особо не комментирую все. Я тоже слышу это, слушают ваши коллеги, с которыми вы ведете интервью. Слушают много нормальных, внятных людей, которые понимают эти процессы. Это говорит о том, что здесь силовое решение вопросов. То, чем гордилась Украина в нулевые годы, о том, что мы могли решать, что у нас конкурентная, при всех издержках у нас конкурентная политическая среда, у нас, в принципе, можно было договариваться. Можно было договориться. И сейчас это учло, это закончилась история. Влияет ли это на потенциал, условно говоря, устойчивого функционирования социума? Конечно, влияет. Происходит процесс его как бы фрагментации, вы это видите. Потому что, еще раз говорю, никто никуда не списал эти 150 тысяч румынских паспортов в Черновицкой области, потому что мы узнали это на выборах, когда прошли выборы в Румынии. Правда ведь? Все давно знали о выборах, в смысле о паспортах венгерских в Закарпатской области. Мы все знаем о картах поляков и желание большого количества украинцев остаться жить в этой среде, даже с учетом того, что они не будут гражданами в полной мере, гражданами Польши. Огромное количество людей в Донбассе. Вы что думаете, они это думали какое-то решение? Извне нет, это внутреннее решение большого количества людей жить там, оставаться. Они будут жить с Россией. Нравится это кому-то или нет. И также дальше. Ну, про Крым я вообще молчу. Это была другая ситуация. Это, скорее всего, это была самая такая история, которая показательна для 2014 года была. Потому что это другие вещи, которые происходят. И сейчас дальше вопрос будет стоять о том, что какую идею предложить украинское общество. Вот если меня спрашивали в нулевые годы, это еще когда Ющенко был президентом, мы делали социологию, и там был комитет какой-то, собирался там с историей связано, не помню, пригласили меня туда выступить, и говорю, в чем национальная идея там, кто является национальными лидерами. Тогда я, как помню, на первом месте был Тарас Григорьевич Шевченко. Вот, а 2-е, 3-е, 4-е место занимали, это было после 5-го Ющенко и Тимошенко, Янукович. Я не говорю, я по фавориту специально поставил, потому что там очень небольшой разрыв был. Потому что так или иначе, их называли, это открытый вопрос был.
Называли Шевченко, Кличко, там, Богдана Хмельницкого, то есть там это мало проявлено. Бандера был тогда в области стат погрешности. Вот были тогда национальные лидеры такие, причем, опять-таки подчеркиваю, после Шевченко там сразу там 4-5%. Это так, просто иллюстрация. Вопрос о том, что какие символы, что будет объединять страну, как, я не знаю. На какую идею построить. Ну, хотели строить, антироссийский проект, вы же понимаете, он может еще какое-то время существовать. Вот вы спрашиваете, что думает на Западе. Но ресурсов насколько хватит? И оно устраивает кого-то? Я думаю, что многих не устраивает проект. Смотрите, тут, если так цинично подойти к этому вопросу, получается, что хватит ресурсов. Значит, давайте тогда так. его будут эксплуатировать и дальше в новом ключе. Давайте вот так долю цинизма, да, вот привнесем в наш с вами разговор. То есть, смотрите, население сокращается. Вот эти пенсионеры, это я так нарочито с пренебрежением говорю, да, потому что люди старшего поколения, они уходят, да, естественным, и там, понятно, что это. Там же колоссальная проблема. Медицина, там вот это все сейчас. Озадачились, ой, а что с медициной происходит? Глянули, ой, лучше бы мы туда не смотрели. И дальше. Образование и так далее. Смотрите. То есть школьники уезжают, пенсионеры, кто не уехал, кто остался, умирают. То есть вот эти люди, которые никак не включены в экономику, они вот как бы испаряются. Да? Количество людей на содержании, имеется в виду страны, сокращается. То есть все идеально. Разработки вот этих всех недр после войны уже все там по 2 раза перепродали. То есть понятно, что как бы там много народу не надо. Технология сейчас такая, что там или привезут кого-нибудь, они там покопают, например, да, то, что внутри. То есть все как бы, все с точки зрения циничного плана, все хорошо. А вот эти россказни про нацию, национальная идея, если так переложить на вот этот вот кондовый язык материализма, это все в пользу бедных. Получается, что вот это сокращение, мы тоже с вами неоднократно говорили, да, о сокращении населения на ареала, да, на ареале вот этого населения Украины, это тоже бизнес-стратегия. Ни больше, ни меньше. А эти все вот эти флажки или какие-то там языки или какие-то еще, это все как бы, это все второстепенные вещи, которые просто будоражат людей. Александр, я вам скажу, что вы правы, и здесь вопрос подтверждающий, я только могу подтвердить сказанное. Вопрос демографии, депопуляция продолжится дальше. Она будет дальше. Она будет стремительно нарастать. Ткань украинского общества, которое пытались шить с 91 года по 2004, он дал трещину. То есть пока там получалось как-то сшивать, нравилось кому-то, не нравится. Была там ностальгия по советскому прошлому, была там желание там как-то жить вместе, там желание идти в Европу. Все это как-то пока уживалось до 2004 года. Пока шел процесс новый, то есть людей в это тоже втащили в 91 году, в марте большинство людей проголосовали против того, чтобы Союз распускали. Я говорю, 1 декабря подтвердили просто акт провозглашения, не просто, а подтвердили акт провозглашения независимости. Неважно. То есть вот эти вот как бы маркеры, которые вот этого нашего исторического процесса, они как раз и вот показали вот эту точку уже невозврата, которую мы повернули с Беловежской пущи начиная. Уже ушло поколение, ушли пенсионеры. Еще перед вторым Майданом, уже тогда по демографии, мы же выборку строили, количество пенсионеров практически сравнялось, их было чуть меньше, чем количество работающих людей. Да, там за счет зарабичан как-то это перекликалась, эта вся история. Но следующий момент. Да, люди будут и дальше, как бы вот это, как не то, что старение, просто молодых людей, она жизнь выбивает, они уезжают, они все-таки не вернутся, Александр. Иллюзий строить не стоит. Потому что, да, можно создать невыносимые условия, там, допустим, в какой-то из стран, допустим, не невыносимые, сложные условия, не будут европейцы создавать. Но оставлять, вернее, отпускать белых, лояльных к ним, готовых потерять свою идентичность людей, они будут сохранять. Они будут этих людей сохранять и в Британии, и в Польше, и, я не знаю, и в других странах, где действительно выходцев из Украины большинство. И эти люди, я британцев цитирую, они говорят, они готовы быстро потерять свою идентичность. Не потерять, а в смысле не отказаться от нее, а просто взять новую, перейти в новую. То есть это для многих людей не является ценностью, это очевидная вещь. Люди выживают, и там ни о какой морали быть, я ж не о национальной идее как такой. Пытались ее сшить.
там Украина там впереди всего, там Украина важнее всего. Все это уже было. Реальность, которую сейчас получили, она совершенно другая. И люди себя задают, ведь каждый вопрос говорит, это не то, что там нас с вами послушают, но я еще раз говорю, сны снятся большинству украинцев на русском языке, это пора понять. И какая бы ностальгия, ненависть, какие-то там кавардак в голове не случался, но себе то откровение человек делает. Здесь не вопрос ностальгии, там, прошлого, еще чего-то. Что получили взамен? Счастливой жизни не получилось. Потому что за счет войны она не получается никогда. За счет отказа от той части людей, которые были, не считались национальным меньшинством, я имею в виду русских. Вот это была та трагедия, та ошибка, которую допустило все украинское общество. Причем модераторами эти, как часто были, не украиноязычные люди, а именно те русскоязычные, которые снятся сны на русском языке, которые хотели, большинство из них, сменить эту идентичность, или не знаю, под видом политической конъюнктуры. А это же ломает общество. Врать-то можно в эфире сколько угодно. Врать-то можно там на собраниях, партийных митингах сколько угодно. Можно менять партийные проекты сколько угодно. Но человек остается сам с собой. Точка. И вот дальше начинаются другие истории. А что цементирует? Да, ненависть сейчас цементирует украинское общество. Но ненависти, вы правы абсолютно, Александр. Я вижу, какую вы мысль продвигаете, что ненависть внутри уже новой конструкции, она тоже зашкаливает, потому что то, что там выпрыгнул парень из окна, то, что кто-то упал с моста, это носит массовое явление. Конечно, оно будоражит людей. Мы не циничны с вами абсолютно. Я с вами вот здесь не то, что не соглашусь, я считаю, что здесь нет цинизма. Это бьет, это травмирует многих людей, особенно касательно близких этих людей. Но это стало, извините, вот здесь нет цинизма, это стало как бы картина привычная для нынешнего времени. Она не является чем-то эксклюзивным. Это происходит и в Виннице, это происходит и в Киеве, это происходит и в Николаеве, и происходят эти вещи в Харькове, потому что картинки идут и во Львове в том числе. Это в разных городах Украины происходит. И у каждого своя трагедия. Понимаете, какая история? И в данном случае это все вот конфликты нового времени, это противоречие, вот это внутренне заложенное, зашитое в этот проект. И вот сейчас это перестает работать, потому что в ненависти можно быть, но эта ненависть обращается извне, обращается вовнутрь. Вот это проблема, которую считает Запад на Западе. Еще раз говорю, и я тоже не идеализирую Запад. Им действительно проблемы индейцев, шерифа не касаются. Но с другой стороны, как управлять этим процессом, который много лет наносит ущерб, России? А как быть с той территорией, где земли уже проданы BlackRock, что уже заключены какие-то тайные или полутайные соглашения о недрах там, с британцами, перепроданные, как вы сказали, там, американцам или еще кому-то. И у поляков тоже есть свой интерес, как они говорят, что у нас же тоже есть интерес поэтому, по территориям как бы, и по ресурсам. И у многих возникает интерес. Как член румынского парламента, по-моему, сказал, говорит, нечего тут копаться в черновицких землях. Но это я утрирую просто. Это просто такие, знаете, вот, какие-то мазки, которые подчеркивают, что все очень-очень как-то оно зыбко. И люди уже не смотрят на то. Задача ключевая сейчас – это выживание для большинства людей. Вот если вы спрашиваете, какая модель поведения? Это выживание. Это короткий горизонт планирования. Это ожидание, это, собственно, низкий уровень доверия к власти. Это тоже очевидное. Ну, мобилизовали вас на первый, как бы, людей на первый год войны там. Мобилизовали, то есть все там сложилось. Но сейчас-то понятно, что оказывается, что многие люди говорят крамольные вещи, которые воюют на фронте с Россией, которые говорят вещи, которые даже российская пропаганда не относительно украинской власти не употребляет порой. Правда ведь? Вот это случается. Это все ИПСО, не верьте. Ну, подождите, это же вы показываете, но я имею в виду не вы, Александр, показывают это люди, смотрят и это комментируют. И поэтому давайте так, вот если выводы вот такие промежуточные вот на сегодняшний день, географическая ситуация, она действительно, вот слово «пугать» катастрофический характер, она уже давно имела очень серьезную, глубокую проблему еще в далекие нулевые годы. Это описали специалисты, хорошие на Украине, которых много. Дальше этот процесс усугублялся в связи с политическими кризисами, военными действиями и вот тем, что сейчас происходит на территории Украины. В ближайшее время изменение тренда или приостановка депопуляции населения Украины невозможно на этот короткий промежуток времени.
стабилизация возможна на условиях, когда будет мир, на условиях, когда будет какая-то понятная картина, которую предложат для Украины. Извините, это не изнутри будет происходить. Ну, кто? Я думаю, что Запад модерирует про это. Уже внутренних ресурсов о строительстве какого-то, ну, их нет, об этом речи быть не может. Раньше было, и в 2013 году такая возможность еще была. Кстати, наивысший уровень субъектности был как раз, вот, может быть, в короткие периоды между, очевидно, Ющенко и Януковичем. Вот в этот период даже... Ющенко там были моменты, когда еще относительно высокий уровень субъектности страны был. И перспективы ее сохранить за счет нейтрального статуса были, потому что можно было балансировать между Западом и Востоком. Ну, и в общем, Украине было... получается, мы такое обернули кольцо нашей сегодняшней беседы. Получается, все теперь будет зависеть от того, ну, в общем, образ будущего для страны будет строить Запад. Вот и все. Безусловно. Я еще в этом убежден категорически. Естественно, будут люди строить, но ресурсы, которые качаются, за счет которых живет страна, они приходят оттуда. Внутренних ресурсов на выживание у страны нет. Об этом говорят официальные чиновники. Вот вы сказали, зарплаты там не будет у военных, еще куда. Где большая часть, откуда идет большая часть ресурсов на пополнение бюджета Украины? Не из внутреннего бюджета, правильно ведь? Потому что без бюджета извне, без ресурсов извне, в том числе и финансовых, очень сложно, проблематично будет решать экономические и хозяйственные задачи страны. И решение социальных вопросов в том числе. Евгений Копатько был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья, благодарю, что посмотрели это видео. Напишите, что думаете в комментариях. Берегите себя и друг друга. Увидимся.